Всем привет! Сегодня, как и обещала, хочу более подробно раскрыть тему построения брюк. Особенно это касается фигур с выпуклостями. Да? Сегодня я буду говорить о построении верха, то есть низ мы с вами не берем во внимание. Низ, как обычно, может быть прямой, зауженный, свободный, то есть там уже другой, как говорится, вопрос. У нас сегодня тема выпуклости фигуры. То есть, какие у нас выпуклости в принципе есть. У кого-то есть животик. Да? Допустим, есть животик, но нет бедер. Я имею в виду ягодицы, да, не ярко выражены. У кого-то нет ни животика, ни ягодиц, но ярко выражены бедра именно вот в этом месте. У кого-то, возможно, есть и животик, и бедра, или и животик, и ягодицы, у кого-то все вместе. В общем, такая у нас сегодня тема выпуклости, да, выпуклости нашей фигуры, ниже талии и выше колена, вот в этом месте. И для начала давайте разберем наши выпуклости. Например, у меня есть выпуклость небольшая, не ярко выраженная, может быть незаметно глазу, особенно если я вот в такой вот одежде маломальски свободной, да, поэтому у меня как бы незаметно, но у меня есть животик, это моя проблема. На фоне того, что у меня нет ягодиц, нет бедер, у меня есть животик. Если бы у меня были бедра, если бы бедра были чуть пошире, если бы были немножко больше ягодицы, то у меня бы, может быть, как бы терялся животик на фоне вот этого всего. Понимаете, если получается, что у меня по факту здесь ничего нет, а животик есть, и он как бы вот виден, он мне виден, он мне мешает морально. Есть животики, или давайте начнем с животиков, да, я на себе не буду показывать, я буду показывать на манекене. Есть животики, которые начинаются или заканчиваются прямо вот по линии паха, да, или даже ниже бывает. Есть животики, которые начинаются от под грудью и вот, ну, такой прям выпирающий. Есть то же самое с ягодицами, то же самое и с бедрами. То есть, если ягодицы слишком, может быть, высоко, да, расположены и ярко выражены, то есть выпуклые. Есть бедра, то же самое, расположены ниже, выше, или начинаются от самой линии талии. Ну вот у меня, кстати, бедра хоть и небольшие, но начинаются от самой линии талии. Тут практически вот у меня, вообще по факту у меня высота бедер не больше 9 сантиметров. Вот такая у меня высота бедер. Я же при крое всегда беру 15, когда 16, вот. Ну и как бы это меня спасает. Вообще я что хочу сказать. Все мы, я, кстати, не раз уже говорила, все мы меняем постельное белье. Раз в год, раз в 10 лет, неважно, да, мы все меняем постельное белье. И вот это старое постельное белье оставляйте для макетов. Вы можете взять любую выкройку, любое построение, которое вам понравилось, которое вам показалось более так, проще и понятнее в интернете. Можете взять любую выкройку, построить по своим индивидуальным меркам выкройку для себя. Сшейте для себя макет из старой простыни или пододеяльника, неважно, и посмотрите, какие внести изменения. Может быть, вы захотите вот здесь больше убрать, может быть, вы захотите больше, наоборот, добавить, или по свободе, или по ширине, или ниже бедра сделать, или еще, ну, то есть это все делается путем макетирования. Это очень интересный и нужный, важный момент макетирования. То есть мы, если мы хотим идеальную выкройку для себя, то мы должны сшить макет. Макет, конечно, лучше шить из неэластичной ткани, поэтому я предлагаю старое постельное белье. Построили себе первоначальную выкройку, сшили макет, посмотрели, внесли изменения, положили эти изменения на бумагу, сшили еще один макет уже для убедительности. И если все хорошо, то эту выкройку вы уже оставляете как базовую. Если еще какие-то внести нужно необходимые изменения, вносите, опять накладываете ее на вашу выкройку, опять шьете макет, и так до бесконечности, пока вам до идеала не доведете вашу выкройку. То есть пока вы не наденете эту выкройку на себя и не скажете: да, вот это вот хорошо. И, кстати, когда
глядя на то, какие у вас есть особенности, какие-то, давайте уж прямо говорить, жировые отложения или какие-то там выпуклости, или какие-то ненужности. Когда вы примеряете на себя макет, вы все это видите, да, но не нужно бояться, не нужно делать макет таким свободным, чтобы все это скрыть. Макет, он для того, то есть базовая выкройка, она для того и нужна, чтобы эта выкройка сидела на вас идеально не в плане того, что все скрыла, а сидела идеально в том плане, что по вашей фигуре. И не важно, что у вас там где торчит и так далее, да. То есть если по фигуре, то это уже ваша выкройка. То есть не должно быть нигде никаких заломов, никаких пузырей, никаких излишеств или где-то, чтобы не тянуло. То есть все должно быть точно. И когда эту базовую выкройку вы себе подготовите, тогда вы уже по ней сможете шить себе хорошие изделия, хорошие штаны, брюки и так далее, которые будут и скрывать, и подчеркивать все, что необходимо. То есть главное, чтобы базовая выкройка была по фигуре, а не так, как чтобы вам нравилось. То есть не то, чтобы она там все скрыла. Это не какие-то штаны, брюки, которые вы понесете в мир, да? Это выкройка, которая базовая, по которой мы будем или вы будете моделировать в дальнейшем какие-то изделия интересные, да, какие-то вот свободные или классические, или прямые. То есть это уже главная база, да, главная базовая выкройка, которая будет сидеть на вас по фигуре. Итак, я для себя взяла чуть побольше, отрезала бумагу, чтобы тут уже войти, внести все, вместить. И животик, и ягодицы, и бедра. Давайте представим, что при обхвате бедер 100 сантиметров, ну это так, знаете, для ровного счета, при обхвате бедер 100 сантиметров у меня есть и животик, и ягодицы, и вот эти вот бедра, галифе, да, еще называют. И мы возьмем такую фигуру. Когда вы будете строить для себя выкройку, вы просто уберете ненужное, да, отсеете. Допустим, если у вас нет животика, то вы на животик внимания не обращайте, когда я буду рассказывать. Если у вас нет ягодиц, то вы на ягодицы не обращайте внимания. Если нет бедер, то и это тоже пропускаете. В общем, начинаем мы, конечно же, с ягодиц, то есть с задней половинки брюк. Значит, я не буду отступать от края листа. Сразу от края листа мы с вами откладываем 1/10 обхвата бедер, но у нас есть ягодицы, поэтому мы должны прибавить 1–1,5–2 сантиметра дополнительно. То есть зависит от того, насколько ягодицы выпуклые. Ну, давайте возьмем среднюю цифру 1,5. Значит, 11,5 сантиметров я должна отложить от края листа. Вот так. И проложить вниз прямую линию. Но эта линия у меня должна быть высота сидения с прибавками. Допустим, высота сидения 26 сантиметров. Ну и возьму прибавку 2 сантиметра, пусть будет 28. Кстати, я сейчас накладываю на бумагу те цифры, которые я озвучиваю. То есть вы можете наглядно посмотреть, как это будет выглядеть. Значит, 11,5 сантиметров у нас для задней половинки. Вот она. Продляю я линию сидения дальше. Дальше от этой линии вот сюда мы с вами откладываем обхват бедер с прибавками, деленное на 2. Допустим, обхват бедер 100 сантиметров. Со всеми нашими вот этими излишествами, да, выпуклостями 100 сантиметров. Значит, мы прибавляем, ну, если это базовая конструкция, мы прибавляем, допустим, 4–5 сантиметров, да, на свободу. Я думаю, что 4 сантиметра вполне хватит. Если это 100 сантиметров, значит, 52 сантиметра я должна отложить от этой линии по линии сидения. 52 сантиметра. Вот они у меня 52 сантиметра. И я провожу линию вверх от этой точки.
Теперь уже от этой линии вот сюда мы с вами откладываем 1/20 обхвата бедер, но если у нас есть животик, а мы как бы это предполагаем, то мы должны прибавить к этой цифре 1, 1,5-2 сантиметра, опять же в зависимости от вашего животика. Может быть, то есть если это беременность, то можно и 3, и 4 прибавить сантиметра, да, то есть если это беременность, ну, на больших сроках, то почему бы и нет, то есть нам нужно вложить куда-то наш животик. То есть нам нужно место. Опять на себе показываю, мне уже как бы не забеременеть, но все-таки. Ну, допустим, от 100 сантиметров 20% это 5 сантиметров. Ну и если у нас есть животик, давайте мы тоже так в среднем возьмем 1,5 сантиметра. То есть 6,5 сантиметров я откладываю сюда и провожу через эту точку выше и ниже прямую линию. То есть ниже это уже... Так, немножко скосила. Ниже это уже наша длина брюк пойдет. Тут у нас длина брюк, тут у нас длина брюк. Все, это передняя половинка, это задняя. Пишем, это передняя, это задняя. Так, и нам нужно найти центр. То есть у нас еще и бедра есть, да? Нам нужно еще как-то и бедра оформить. То есть не так, чтобы у нас вот здесь был излишек и где-то еще был излишек или где-то не хватало. Нам нужно оформить бедра. Поэтому нам нужно найти центр. То есть от линии по переду до линии по задней половинке, вот так, именно вот так. У меня 52 сантиметра, я делю пополам, то есть 26, правильно? 26 это будет центр наших брюк. И опять же через эту точку вверх и вниз я прокладываю прямую линию. Это у нас будет боковая линия наших брючек. И теперь я не буду сейчас говорить вот эту линию, да, про эту линию и про эту линию, потому что все это сказано в построении, видео построения базовой выкройки основы. То есть вот это мы уже здесь прорисовывать не будем. Я, в двух словах скажу, здесь, допустим, отложим мы 3 сантиметра по верху, здесь, допустим, 2 сантиметра, да. Мы с вами краим, практически базу строим. Вот это вот все я сейчас соединяю. Дальше по передней половинке вниз я откладываю 5 сантиметров и соединяю вот с этой точкой по задней половинке. Здесь, конечно, если, допустим, широкое, вот здесь вот большое расстояние, если у вас объем большой, 130, 140, 150 сантиметров обхват бедер, то тогда вот эту линию просто прямо выкраиваете, и там не будет больших погрешностей вот здесь вот, чтобы был прямой угол. Если у вас, допустим, небольшой размер, да, то вот так, немножечко вот эту линию, вот здесь должен быть прямой угол, вот эту линию немножко смягчаем, вот сюда, выше. А здесь у нас в любом случае тоже будет прямой угол. То есть вот эту мы ведем под наклоном, это под наклоном, и получается прямой угол. При примерке, смотрите, вот эта линия, вот эта, она у нас, так, сейчас я уже черный маркер, наверное, возьму. Вот эта линия, видите, она у нас как идет. Вот можно себе представить, что если у вас животик начинается низко, то вот эта линия максимально подходит для вас, для вашего животика. Если у вас животик начинается выше, то вам вот эта линия, вот здесь будет мешок, здесь ваша линия будет теряться. Поэтому вот это, либо это не нужно, то есть вот так линию оставляем, да, прямо, либо вот эту линию, или даже отсюда мы ведем вот так сюда. То есть выпуклость у нас идет вот так. Тогда вот здесь у нас не нужно, здесь у нас идет прямая линия, не нужно вот этот изгиб, потому что здесь получится прямой угол. То есть понятно, да? То есть что касается животика, опять же мы берем старую простынь, шьем макет и смотрим, где у нас лишнее, где не хватает, где добавить, где что. Понимаете, когда вы, допустим, наденете на себя швами на внешнюю сторону, то есть вы так сможете лучше корректировать. Допустим, вы надели на себя, а здесь у вас мешок. Вы взяли этот шовчик, подкололи, сняли, прорисовали и эту линию перенесли на базу. Вот тогда у вас получится идеальный крой. То же самое касается и бедер, и ягодиц и так далее.
Что касается ягодиц, тут понятно. Если, допустим, так, вот тут еще, знаете, какая есть фишка? Когда мы с вами делаем заужение вот так вот к низу, ну, то есть мы шьем базовые, допустим, кроим базовые брюки, они у нас заужены к низу, да, допустим, от линии бедер. Я вообще делаю всегда от линии сидения заужение к низу, но здесь тоже зависит от нашей фигуры. Я сейчас немножко отвлеклась, я к чему нарисовала вот эти линии. Нам нужно их измерить. То есть вот у меня, допустим, 36 сантиметров по переду. Ну, в принципе, у меня и здесь тоже также 36 сантиметров, но бывает, что вот эта линия не доходит, то есть короче, да, по задней половинке. Тогда она, получается, ее приподнимаем вверх, то есть ни в коем случае не опускаем вниз, а приподнимаем вверх и прорисовываем вот эту линию уже как нужно. Так, смотрите, ну я здесь как бы на глаз нарисовала, вообще задняя, то есть передняя половинка меньше заужается, а задняя половинка больше. Почему? Потому что она, в принципе, больше. Про выточки я здесь ничего не говорю. Мы сейчас говорим именно об этих линиях и о бедрах. Да? Значит, что касается животика, я думаю, что все понятно. Что касается ягодиц, все понятно. Теперь давайте перейдем к бедрам. Мы находим с вами высоту бедер. Высота бедер – это самая выпуклая часть наших бедер вместе с животом и вместе с ягодицами. Живот может быть тоже, я говорила, да, что он может быть и ниже, то есть он может быть как раз на уровне высшей точки ягодиц или самой широкой точки бедер. То есть вот так мы с вами обводим. Как мы измеряем наши ягодицы? Когда они непонятные, не ярко выраженные или наоборот слишком ярко выраженные, да, мы вот так проводим. То есть я вот держу сантиметровую ленту не в натяжку, но и не так, чтобы она с меня спадала. Видите, она свободная, я тут еще там палец провожу. И вот так я должна вниз опуститься и вверх подняться. И если у меня все хорошо, то есть я могу, да, то есть нигде не застряла, скажем так, ни живот не застрял, ни ягодицы не застряли, ни бедра не застряли. Вот это и есть мой обхват бедер. То есть вот это, кстати, важно, очень важно. И мы сейчас с вами находим самую выпуклую часть, где у нас самая плотная сидит вот так вот сантиметровая лента, где вот плотнее всего. Вот эта точка, от этой точки мы до линии талии измеряем, и это у нас будет высота бедер. И измеряю я уже от этой точки. Вот она по центру, вот от этой точки. Я измеряю, ну, допустим, пусть это будет там 17-16 сантиметров. У меня размер-то небольшой здесь, по крайней мере, 100 сантиметров обхват бедер. Значит, мы с учетом выточек здесь убираем. Опять же, эту тему я поднимать не буду. Подробно об этом рассказано в построении базовой выкройки брюк. Значит, вот начинается у нас линия боковая так вот они выровняться должны, да, боковая линия наших брючек до линии бедер, вот она линия бедер. А дальше мы уже смотрим на свои фигуры. У кого-то вот, знаете, как бывает прям заостренное вот это место, прям вот выпуклость вот в самом-самом вот какой-то точке, да, а у кого-то они более плавные, у кого-то бедра переходят вот так вот вниз, вот так, да, то есть вы здесь должны это как-то вот на глаз определить, понимаете? Кто-то нарисует сразу отсюда вот это вот заужение, да, вот я сейчас пунктиром. Кто-то вот так нарисует сразу от линии бедер, вот так вот заужение. Ну, здесь, конечно, нужно плавную линию и так далее. Кто-то, может быть, от линии сидения, да, только начнет вот это вот заужение. То есть, допустим, у вас немножко так покруче бедра, то есть не заостренный, скажем так. А кто-то, может быть, даже, вот смотрите, отсюда вот она линия бедер, высоты бедер. И вот мы идем, у нас тут идет расширение, и мы только к низу колена, то есть к линии колена только начинаем заужение вот это, понимаете? То есть это тоже все особенности нашей фигуры. Естественно, если у вас бедра, и если они у вас, допустим, и внутри есть, то вам и здесь нужно тоже не прямую линию делать, а вот такую, немножко выпуклую. Вот. И вам нужно обязательно измерить самое широкое место бедра.
одного бедра и проверить, войдете, не войдете, обязательно должны быть прибавки. Хотя бы 2-3 сантиметра на одно бедро должна быть прибавка. Я думаю, что это все. А знаете, что еще есть фигура? Так, это вот, допустим, повторяю вот эту линию. Есть фигура такая, когда... ну, не знаю, животик есть или нет, сейчас не об этом, я сейчас о бедрах и ягодицах. Есть такая фигура, когда ярко выражены ягодицы, очень красивые, крутые бедра, но при этом заужение идет резкое на ножки, то есть ножки узенькие, тоненькие. Вы знаете, у моей мамы такая фигура. И вот у нее как раз вот это вот все здесь выпуклости, а дальше идет ножка узенькая. Поэтому вот здесь... Я так маркер, наверное, уже красный возьму. Поэтому вот здесь, допустим, мы оставляем вот тут вот для животика. Мы добавили вот сюда не 1/20, а плюс 1,5 сантиметра. Для ягодиц не 1/10, а плюс 1,5 сантиметра. И что касается бедер, я бы прорисовала вот для своей мамы, допустим, для ее фигуры, сразу от линии бедер, ну, может быть, сантиметра 3 вниз, и вот это вот заужение, да, то есть для брючек. Вот это вот заужение, ну, наверное, уже и здесь тоже прорисую. Так. И вот тут, что касается вот этой линии, от линии сидения вниз до линии колена измеряем расстояние, делим пополам, ну и приблизительно, да, пусть это будет вот эта линия, которую я прорисовала. Вот она. И не берем во внимание вот эту выпуклую линию, а вот эту прямую, да, от этой прямой линии вот сюда. Опять же, насколько нам нужно заузить, насколько у вас уже ваша линия бедра, одного бедра, обхват бедра. Значит, смотрите, вы измеряете в самом широком месте обхват бедер, обхват бедра. Вот у меня, ну, тут на штаны, делаем прибавку хотя бы 2 сантиметра. И получается, я измеряю вот так 25, и вот я как раз вхожу вот в эти вот половинки. Ну, это как бы практически мой размер, да, 100 сантиметров. Ну, для начала я бы посоветовала отложить, ну, примерно 1,5 сантиметра. Пусть будет 1,5 сантиметра сюда, и здесь тоже вот эту линию мы продляем. Дальше здесь, допустим, 1,5 сантиметра. Мы с вами проводим линию, то есть не линию, а вот такую вот полудугу. То есть мы сокращаем вот эту вот ширину, убираем ширину именно по бедрам. Если у вас есть бедра вот здесь выпуклые, но к низу, то есть вот к линии колена резко уменьшается вот этот объем, то вам нужно и здесь тоже убирать, с этой стороны. Допустим, мы по той же самой линии приблизительно 1,5 сантиметра, 1, может быть, у кого-то 0,7, 0,5, ну, то есть немножко нужно заузить, да. Ну, вот я, допустим, беру 1,5 сантиметра, опять же, я беру в среднем. И мы от этой линии, то есть от линии бедер, примерно 3-5 сантиметров ниже, это опять же у вас насколько тут вот эта округлость. И от этой точки уже начинаем вот так вот мы закруглять к этой точке и уже выходить вот сюда. То есть линия получится вот такая. И опять же здесь тоже так же. Здесь мы делаем округлость. Здесь у нас бедра, а здесь у нас по прямой идет. Здесь я, конечно, круто сильно взяла. Ну, вот так, например. Сильно прям я закруглила. Это у нас передняя половинка, а задняя половинка обычно наоборот. Вот такая прям крутая. Вот. И опять же, даже при таком крое вы все равно делайте макет и делайте примерку. Потому что никак вы не рассчитаете на себе, насколько вам занизить или насколько вам завысить, или в каком месте начать заужать. Вы на себе этого не рассчитаете. Поэтому делайте макет, сшейте себе и уже путем макетирования вносите изменения в выкройку. Я очень надеюсь, что здесь вам все понятно было. Иногда смотрю на свои художества и думаю, ну как же тут можно все понять? Ну, вроде как все объясняешь, показываешь, рассказываешь. Я очень надеюсь, что вам было все-таки все понятно.
Кстати, еще знаете, что я не сказала? Есть такие бедра, которые, они вроде как вот тут вот крутые, и вот так вот плавненько поднимаются вверх, и узкая линия талии. Во-первых, это корректируется выточками, да, то есть это, если вот такие красивые, плавные, высокие бедра, то это корректируется, или наоборот низкие, да, называется, это корректируется выточками, то есть выточки делаются ниже, глубже. Кстати, я очень люблю делать выточки по переду у нас намного глубже, чем по спинке. Почему? Потому что у меня спинка выпуклая, на спинке у меня выточки короткие, а многие мастера, наоборот, делают на спинке выточки длиннее, а на полочке короче. Несмотря на то, что у меня есть животик, чтобы его скрыть, я делаю выточки небольшие, то есть я имею в виду раствор небольшой, но длинные. Длинные, и они у меня получаются не острые к низу, то есть к вершине выточки нет остроты вот этой. Если сюда выточка, допустим, широкая и неглубокая, может получиться острота, но мы ее выутюживаем, разглаживаем. Если слишком широкая выточка, мы делаем 2 выточки, да, чтобы не было вот этой вот остроты. Вот. Но если у нас бедра как бы все равно выпуклые, как бы там не было, да, все равно есть выпуклость, то есть выточка ложится прямо вот так вот на нее. А если животик, ну вот животик у меня, он выше, он как раз начинается там, где начинается выточка. И выточка моя, если, допустим, я ее буду делать короткой, то она у меня вот здесь встанет колом. Понятно, да? Поэтому я стараюсь выточку по переду делать длиннее. Тогда получается красивее. Вот, кстати, здесь, да, вот здесь она у меня заканчивается выточка. Сейчас найду, вот она заканчивается выточка, и вот она, получается, начинается. Если, так, сколько у меня тут получается? Талия, и у меня здесь 13 сантиметров, но это еще не самая большая выточка. Почему? Потому что это рубашка, как бы изделие не слишком длинное, а на платьях, допустим, я делаю выточку длиннее, и на брюках тоже. А по спинке у меня в среднем 10 сантиметров выточка. В общем, выточками, отвлеклась опять на выточки. И еще такие бедра, как я рассказала, еще, вот здесь я сказала 3 сантиметра, да, но есть фигуры, у которых небольшая разница между обхватом талии и обхватом бедер. Есть фигуры, у которых практически нет вот этого изгиба, вот эти 3 сантиметра много. Можно 2 сантиметра отложить, 2 сантиметра, да, вот так вот, и сделать вот эту вот линию. Если, допустим, у вас при такой фигуре, как я сейчас рассказала, то есть вот такая плавная вниз линия бедер, да, и вот здесь вот много, а здесь узкая линия талии, и еще и перегиб, то тогда можно 3,5 вот сюда убрать, вот сюда, 3,5. То есть тоже будет нормально. И это все, я еще раз повторяю, это все путем макетирования проверяется и доводится до идеала. В общем, я очень рада, что показала сегодня, смогла показать этот материал, успела, скажем так, потому что на сегодня у меня запланировано много дел, и одно дело у меня просто перенеслось на пару часов дальше. Поэтому у меня появилось пару часов, я решила сейчас отснять, а редактировать уже буду позже. Очень надеюсь, что вам этот материал понравился, что он вам был понятен. Ну и, конечно же, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, пишите свое мнение. Может быть, какие-то возражения есть. Подписывайтесь в телеграм-канал «Швейная продленка», совершенно бесплатная подписка. Там легче общаться. И между собой мои подписчики общаются, и со мной. Ну, то есть, как бы, ну, там легче, да, задал вопрос, ответил. Потому что на YouTube у меня очень трудно грузится, очень тяжело грузится. Ну, в общем, я сказала, в телеграм-канале намного удобнее, уютнее и приятнее общаться. Так что подписывайтесь. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем классного, хорошего настроения. Всем пока!